Если вы интересуетесь ретро-играми и эмуляцией, то, вероятно, слышали про проект ScumVM, с помощью которого можно запустить на современных системах большинство классических квестов, а также некоторые игры из других жанров. В этом видео я постараюсь максимально подробно рассказать о том, что такое ScumVM, как он устроен и как им пользоваться. Если сравнивать ScumVM с другими эмуляторами, например DOSBox, то сразу надо обратить внимание на его главную особенность. В отличие от традиционных эмуляторов, которые пытаются воспроизвести работу старого железа или операционной системы, ScumVM полагается на созданные с нуля игровые движки, но при этом он использует оригинальные игровые ресурсы. Под ресурсами в данном случае подразумеваются графика, звуки, музыка, диалоги, а также некоторые части игровой логики. На выходе мы получаем игру, которая максимально приближена к оригиналу, но вместе с тем нативно работает на современном железе, причем не только на ПК. ScumVM может работать и на смартфонах, и на планшетах, на игровых консолях и даже на смарт-ТВ. Помимо воссоздания самой игры, ScumVM предоставляет дополнительные улучшения и удобства, такие как поддержка высоких разрешений, показ субтитров, возможность сохраниться в любое время и многие другие. История ScumVM началась в 2001 году, когда Ludwig Strauss, шведский студент, изучающий программирование, решил написать собственный игровой движок. Но перед этим он захотел разобраться во внутреннем устройстве уже существующих игр и для этого выбрал игру Monkey Island 2. Почти сразу к нему присоединился другой разработчик, Винсент Хэм, которого больше интересовала игра Индиана Джонс и The Fate of Atlantis. Обе эти игры, как и вообще все квесты от LucasArts, кроме самых поздних, работают на игровом движке Scum. Аббревиатура Scum означает Script Creation Utility for Maniac Mansion, то есть инструмент для создания сценария для Maniac Mansion. Maniac Mansion, если кто не знает, это одна из самых первых адвенчур от LucasArts. Вскоре после начала разработки проект хайпанул на сайте Slashdot, после чего к нему стали подключаться и другие программисты. С течением времени поддержка игр от LucasArts улучшалась, и амбиции проекта росли. Началась работа над воссозданием движков для других игр от других студий, и эта работа продолжается и по сей день. На текущий момент ScumVM поддерживает сотни классических игр, в основном это квесты, но только ими дело не ограничивается. Полный список игр в каталоге ScumVM перевалил отметку в 400 наименований, и это если не брать в расчет игры в жанре Interactive Fiction. В этом списке есть все квесты от LucasArts, а также огромное количество квестов от Sierra, Westwood, Revolution Games, Cocktail Vision и других именитых разработчиков. Отдельно нужно подчеркнуть, что ScumVM вышел за рамки классических квестов. Например, с его помощью можно запустить футуристический экшен 95 года Crusader No Remorse, а также некоторые RPG из серии Ultima, которые работают на похожем движке. Благодаря слиянию с проектом Residual VM, ScumVM поддерживает некоторые игры с 2,5D графикой, такие как Grim Fandango, The Longest Journey и Myst 3. Встречаются в списке и относительно новые игры, например, Siberia, Thimbleweed Park и Katy Rain. Для игр, выходивших на нескольких языках, как правило, есть поддержка всех доступных переводов. Например, в квест Blade Runner можно поиграть как в оригинале на английском, так и на французском, немецком, итальянском, испанском языках или даже в неофициальную русскую версию от Fargus. Сообществом ScumVM добавляются даже фанатские локализации старых игр. Практически любой найденный вами перевод, официальный или любительский, скорее всего будет работать в ScumVM. Многие классические игры издавались на нескольких платформах – DOS, Amiga, FM Towns, Macintosh и других. ScumVM старается поддерживать все когда-либо изданные версии каждой игры. Например, игра Loom от LucasArts выходила для DOS в режимах CGA и EGA, а также для компьютеров FM Towns, Amiga, Atari ST, Macintosh и для консолей TurboGrafx. ScumVM умеет запускать каждую из этих версий. При этом программа сама определяет версию игры в зависимости от того, какие файлы вы ей скормили. В некоторых случаях ScumVM поддерживает фанатские модификации, которые изменяют или дополняют ресурсы игры. Например, для таких квестов, как Simon the Sorcerer, Beneath a Steel Sky и некоторых других существуют улучшенные саундтреки, созданные Джеймсом Вудкоком. Эти саундтреки полностью поддерживаются в ScumVM. Также могут поддерживаться и другие фанатские патчи, например, исправление ошибок перевода или модификации,
восстанавливающие вырезанный контент. У каждой игры есть отдельная страница в вики, на которой перечислены все поддерживаемые версии этой игры и их особенности. Там же указано, если какая-то версия пока не работает. Например, в вики по Blade Runner явно помечено, что Blade Runner Enhanced Edition 2022 года не поддерживается, но при этом в состав этого издания в Steam и GOG входит также и оригинал игры, который полностью совместим со ScumVM. Также в вики перечислены все файлы с ресурсами игры, которые необходимы для ее запуска. Обратите внимание, что набор этих файлов может отличаться для разных версий одной и той же игры. Одно из самых ценных преимуществ ScumVM — это то, что она не просто запускает старые игры, но и по возможности улучшает их тем или иным образом. Разработчики добавляют множество полезных изменений поверх оригинального игрового процесса. Все эти изменения можно разбить на 4 категории. Во-первых, это исправление багов оригинала. Старые игры нередко содержат ошибки, которые так и не были исправлены разработчиками. Причем некоторые из них могут даже сделать игру непроходимой. ScumVM содержит патчи для множества подобных проблем. Например, в игре Maniac Mansion исправлена ошибка, из-за которой персонаж с ключом от входной двери оказывается заперт в подвале, откуда его никто уже не сможет вытащить. Все подобные исправления описаны на отдельной странице в вики. Вторая категория изменений — это аудио и визуальные улучшения. Например, как уже упоминалось, доступны переоркестрованные саундтреки для некоторых квестов. В ряде игр добавлены фанатские озвучки или субтитры. В уже упомянутом Maniac Mansion в версии для DOS можно включить палитру Amiga, чтобы улучшить цвет кожи персонажей. ScumVM может даже восстанавливать вырезанный контент, например, разблокировать спрятанные сцены, диалоги или пасхалки, которые есть в файлах игры, но не были доступны игрокам. Третий тип улучшений — это модернизация интерфейса игр. Сюда, например, относятся новые горячие клавиши, которых не было в оригинале. К примеру, в ранних играх LucasArts теперь можно пропускать реплики персонажей клавишей «точка», чего изначально в этих играх не было. Помимо этого, во многих играх ScumVM дает возможность переназначить все горячие клавиши по вашему усмотрению. Также для всех игр используется единое глобальное меню, которое открывается сочетанием Ctrl F5. Через это меню можно сохранить или загрузить игру, или прямо на ходу поменять некоторые ее настройки. В последнюю, четвертую категорию улучшений можно отнести все прочие изменения. Например, на некоторых платформах можно включить автоматическую озвучку текста. Также стоит упомянуть о возможности управления с помощью тачскрина или геймпада, если вы запускаете игру на смартфоне или на консоли. Все перечисленные улучшения можно включать или отключать по желанию, отдельно для каждой установленной игры. Теперь давайте перейдем к установке и настройке ScumVM. Скачать актуальную версию можно с официального сайта. Там есть ссылки на установщики для всех поддерживаемых платформ. Сам я использую Linux и буду показывать все примеры под этой системой, но для Windows и macOS никаких принципиальных различий быть не должно. А вот у версий для мобильных платформ и консолей могут быть какие-то свои нюансы, но в этом видео я их рассматривать не буду. После того, как ScumVM установлен, стоит сразу заглянуть в настройки и разобраться, что к чему. Настройки можно задавать как глобально через меню Global Options, так и отдельно для каждой игры через меню Game Options. Давайте посмотрим, какие настройки имеются в нашем распоряжении. Первым идет раздел настроек графики. Чтобы получить изображение максимально приближенное к оригиналу с большими четкими пикселями, надо выставить настройки так, как сейчас показано на экране. Включить режим Pixel Perfect, задать коэффициент масштабирования в режиме Normal, отключить коррекцию соотношения сторон и отключить дополнительные фильтры. Но если вам хочется как-то стилизовать изображение, то можете поэкспериментировать с другими настройками масштабирования. Например, режим HQ пытается сгладить пиксели, но на мой взгляд это выглядит достаточно кринжово, поэтому я рекомендую оставить режим Normal. В самой игре вы можете увеличивать или уменьшать степень масштабирования сочетанием клавиш Ctrl-Alt- и Ctrl-Alt+. Keymap. В этом разделе настраиваются горячие клавиши. Если открыть этот раздел через меню Global Options, то в нем можно настроить горячие клавиши для управления самим приложением ScumVM. Например, сочетание клавиш для открытия игрового меню, переключения графических режимов и так далее. А если открыть этот раздел через меню Game Options, то в нем будет настройка клавиатуры, относящаяся к конкретной игре. В этом случае содержимое этого раздела будет зависеть от выбранной игры. Обратите внимание, что в некоторых играх ScumVM расширяет управление с клавиатуры по сравнению с оригиналом, поэтому в этот раздел стоит заглянуть хотя бы ради того, чтобы посмотреть, какие горячие клавиши поддерживаются конкретной игрой.
Раздел «Аудио». Тут можно указать устройство для вывода звука, выбрать способ эмуляции платы от DLIP, разные варианты могут звучать немного по-разному, а также включить или выключить субтитры и задать скорость их отображения. Все эти настройки можно задавать глобально, а можно переопределить для конкретной игры. Раздел Volume. Тут можно отдельно настроить громкость воспроизведения музыки, звуковых эффектов и речи. Раздел MIDI. Тут собраны настройки, относящиеся к воспроизведению музыки в MIDI формате. Можно выбрать MIDI устройство и указать файл SoundFont. Файлы SoundFont содержат в себе банки звуков, и выбор SoundFont будет напрямую влиять на то, как звучит MIDI музыка. В описании я оставлю ссылку на страницу, где можно скачать несколько разных SoundFont'ов. Раздел MT32. Здесь настраивается эмуляция синтезатора Roland MT32. Тут можно просто выбрать вариант MT32 эмулятор. Другие опции вам не понадобятся, если только вы не планируете использовать настоящий железный Roland. Для эмуляции MT32 вам понадобятся ROM-файлы для этого синтезатора. В описании видео будет ссылка на страницу, откуда их можно скачать. Раздел Paths или пути. Здесь задаются пути к различным папкам, которые будет использовать ScamVM. В этом разделе можно оставить все по умолчанию. Если зайти в этот раздел через меню Game Options, то можно поменять расположение папки с игрой. Обратите внимание на папку Extra Path. В этой папке ScamVM будет искать уже упомянутые ROM-файлы для Roland MT32, а также некоторые дополнительные файлы, которые могут потребоваться для некоторых игр. Раздел GUI. Здесь можно увеличить или уменьшить размер шрифта, поменять язык интерфейса программы, а также скачать свежий набор иконок для игр. Эти иконки будут использоваться, если вы выберете режим отображения игр в виде сетки. Итак, с основными настройками мы разобрались, теперь перейдем к самому главному. Где взять игры и как их добавить в ScamVM. Сама ScamVM не включает в себя никаких игр, и вам нужно будет добавить их самостоятельно. Для этого вам понадобятся файлы с игровыми ресурсами. Есть несколько легальных способов заполучить эти файлы. Во-первых, это официальные цифровые магазины. Большинство поддерживаемых игр можно купить на GOG.com, в Steam или на других площадках. Во-вторых, некоторые классические игры сейчас свободно распространяются с разрешения правообладателей. На сайте ScamVM есть раздел загрузок с такими играми, откуда их можно скачать бесплатно и абсолютно легально. Среди них есть такие квесты, как Beneath a Steel Sky, Broken Sword или Dream Web. Все они уже подготовлены для запуска через ScamVM, достаточно их скачать и распаковать. Если же вопросы морали вас не слишком тяготят, то обратите внимание на сборник ExoScamVM от автора другого известного сборника Exodus. Это огромная коллекция игр, в которую входят все или почти все игры, которые поддерживаются в ScamVM. В принципе, вы можете обойтись только этим сборником, скорее всего, в нем есть все, что вам нужно. Этот проект, так же как и Exodus, очень важен для сохранения цифровой истории, но имейте в виду, что его статус с точки зрения лицензионной чистоты весьма спорный. Теперь, когда у нас есть копия игры, надо взять из нее нужные файлы с ресурсами. Но как понять, какие именно файлы нам нужны? Тут на помощь приходит официальная вики ScamVM. У каждой игры есть своя страница, на которой перечислены все необходимые файлы. Найти эту страницу для конкретной игры проще всего через список игр на основном сайте. Находим там нужную игру и переходим по ссылке ScamVM Wiki. Вот, например, как выглядит список файлов для игры The Secret of Monkey Island. Обратите внимание, что для версий под разные платформы используются разные файлы с ресурсами. Теперь, когда мы знаем, какие файлы нам нужны, надо их как-то вытащить из игры. Если игра была куплена в цифровом магазине, то обычно проще всего сначала установить ее штатным способом. После этого надо найти папку, куда она установилась. Steam обычно устанавливает игры в папку Steam Apps, Common, а дальше название игры. В случае с GOG вы сами выбираете путь для установки, и файлы будут лежать где-то там. В папке с установленной игрой нужно найти необходимые файлы, скопировать их куда-нибудь, и потом саму игру можно просто удалить. Если вы взяли игру из ExoScamVM, то задача упрощается. В этом сборнике каждая игра лежит в своем отдельном архиве, в котором собраны все ее версии. Каждая версия содержит только необходимые файлы. Вам остается только распаковать архив с игрой и взять из него нужную вам версию. В итоге, собрав все необходимые ресурсы игры, остается только добавить их в ScamVM. Это делается очень просто. Открываем ScamVM и нажимаем Add Game. Выбираем путь к папке, в которой лежат файлы игры, и нажимаем Choose. ScamVM просканирует эту папку и сам постарается определить, какая игра в ней находится. Если что-то пошло не так, то вы увидите вот такую ошибку. Это может произойти,
если в папке не хватает каких-то файлов. Если же все прошло успешно, то вы увидите окно, в котором будет указано название игры и ее версия. Тут же можно сразу сделать дополнительные настройки для этой игры. Нажимаем ОК, игра попадает в библиотеку ScumVM и ее можно запускать. Как видите, тут нет ничего сложного. В заключение еще несколько советов. Под каждую игру лучше создавать отдельную папку. Не надо смешивать в одной папке файлы от разных игр. Если вы хотите добавить несколько версий одной игры, то лучше создать отдельную папку под каждую версию. Если вы пользуетесь RetroArch, то вам не обязательно устанавливать ScumVM как отдельную программу. Вместо этого вы можете установить ядро ScumVM и запустить его через меню Load Core. После этого вы можете использовать его точно так же, как и обычную версию ScumVM. На этом видео подошло к концу, спасибо, что досмотрели до конца. Если оно оказалось для вас полезным, то поставьте лайк, а если вы хотите увидеть больше похожих видео, то подписывайтесь на мой канал. Если у вас появились вопросы или есть что добавить, то оставляйте комментарии, я их все читаю. Также у меня есть канал и группа в Телеграме, где собираются единомышленники, увлеченные старыми ПК-играми. До встречи в новых видео!